Александр Солженицын. Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Две загадки в мире есть: как родился, не помню, как умру, не знаю. Как это заметно у мужчин к 40 годам взлет жизненных сил, особенно если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли. Не верь брату родному, верь своему глазу кривому. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего. Уже века существует русский дух и русская культура, и все, кто к этому наследству привержен душой, сознанием, сердечной болью, вот они и суть русские. Когда люди отшатываются от лжи, она просто перестает существовать. Как зараза, она может существовать только на людях. Тогда и тяжело говорить, когда слишком много есть что сказать. Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Самая тяжелая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьется головой о притолоку, слишком низкая. Олигархия, сплоченная хунта, захватившая и деньги, и национальные богатства, теперь уже и власть, добровольно не допустит никакой смены себе, а понадобится, без колебаний применит для того и выращенные, укрепленные многочисленные внутренние войска. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его в наидурном. Живите с ровным превосходством над жизнью, не пугайтесь бед, и не томитесь по счастью, все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не дополна. Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле. Неограниченная власть в руках ограниченных людей всегда приводит к жестокости. Правду всем надо уметь выслушать, всем на свете, и евреям тоже. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим. Так и счастье, оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь,
а другим все перекромсано. И говорят, от человека самого зависит его судьба, ничего не от него. Все, что есть, Создатель на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. И те клеточки сердца, которые созданы в нас природой для радости, став ненужными, отмирают. Когда-нибудь не страшно умереть вот сейчас. Какая разница, счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно. Когда нам плохо, мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо. Дайте людям определенную власть, и они придут к определенным порокам. Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь. Чтобы плодотворно спорить, надо в каких-то основных чертах иметь согласие. Есть высокое наслаждение в верности. Может быть, самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают. Жалость – чувство унижающее, и того унижающее, кто жалеет, и того, кого жалеют. Если человек при жизни назван деятелем, да еще заслуженным, то это его конец. Слава, которая уже мешает лечить, как слишком пышная одежда мешает двигаться. Не бойся пули, которая свистит, раз ты ее слышишь, значит она уже не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. Умного на свете много, мало хорошего. Спорт – опиум для народа. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. У каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой. Ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявши меч, нож, винтовку, мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками, и не будет конца. Самоубийца, всегда банкрот, это всегда человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для ее продолжения. Ревность – это оскорбленное самолюбие. Настоящая любовь, лишившись ответа, не ревнует, а умирает, окостеневает. Есть высокое наслаждение в верности. Может быть, самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают. И даже пусть не ценят. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Интеллигент – это тот, чьи интересы к духовной стороне жизни
настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент – это тот, чья мысль неподражательна. Отказать деревне в частной собственности значит закрыть ее уже навсегда. Политическая жизнь – совсем не главный вид жизни человека, политика – совсем нежеланное занятие для большинства. Чем размашистее идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав, человек нуждается отстоять и душу, освободить ее для жизни ума и чувств. Страшно то, что развращенный правящий класс, многомиллионная партийно-государственная номенклатура, ведь не способна добровольно отказаться ни от какой из захваченных привилегий. Именно в наше время демократия из формы государственного устройства возвысилась как бы в универсальный принцип человеческого существования, почти в культ. Если правительство само отдастся бюрократизации, то оно потеряет способность вести страну. А после всего, пережитого нами, всякая власть как понятие уже в неизбывном долгу перед народом. Слишком долго у нас всяким делом ведали и руководили те, кто ничего в нем не понимают. Наконец, каждое дело должны вести знающие. Просто у людей перевернуты представления, что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтобы над твоей головой стучали и ходили, и радио со всех сторон, это считается хорошо. А жить трудолюбивым земледельцем в глинобитной хатке на краю степи, это считается крайняя неудача. Александр Солженицын. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.